Всем привет! Сегодня мне захотелось поделиться с вами своими вышивальными хочушками. Вот несмотря на то, что я покупала дизайны на выставках, несмотря на то, что мне Морин замечательные наборы выслала, вот, и несмотря на все мои начатые процессы, я, тем не менее, чего-то все равно хочу. Сразу хочу сказать о том, что это не есть мои вышивальные планы, хотя некоторые из хочушек, они уже заняли прочное место в моих вышивальных планах. Это всего лишь то, чего у меня пока нет, но тем не менее я этого очень хочу. Это скорее мои, наверное, вышивальные мечты, которыми я хочу поделиться с вами. Итак, чего же я, собственно говоря, хочу? Во-первых, это всем известные дизайны от фирмы Bobbet Wears. Прежде всего, это короли и королевы, о которых мир узнал благодаря Жанне Рон. Жанночка, большое тебе спасибо. И вообще я люблю все дома в разрезе их. Я не знаю, сколько я их в жизни своей смогу вышить и куда я их потом дену, потому что у меня со стенами дома проблема. Остается мне только мечтать о новом доме, где будет больше стен и где будет куда повесить замечательные дизайны от Bobbet Wears. Далее я хочу отшить некоторые дизайны от наших русских фирм Золотое Руно и Риолис. Можно много говорить, долго спорить о комплектации, о качестве материалов у наших российских производителей. Но, несмотря на это, многие их работы вызывают во мне жгучее желание их вышить. И рано или поздно, я надеюсь, руки у меня дойдут и до них. Также я в большом восторге от дизайнов Джона Клейтона. Насколько мне известно, эти дизайны представлены фирмой Heritage. Я люблю как круги, так и панельки. Есть, конечно, у меня маньяческое желание вышить это все, но, конечно же, у всего есть свои какие-то пределы возможностей, поэтому посмотрим, что в результате получится из всего из этого. Мне очень нравятся дизайны цветочные от Fujiko. Хочу купить набор настоящий. Насколько я знаю, наборы от Fujiko комплектуются ниточками Cosmo. Я даже не знаю, что это такое, и, по-моему, отдельно это купить невозможно. Хотя, может быть, и возможно, но хочу проявить уважение к дизайнерам. Я все-таки немного в курсе, что это такое дизайнерский труд, поэтому предпочитаю готовые наборы оригинальные. Дальше я хотела бы поделиться с вами своей любовью к традиционным сэмплерам. То, что я люблю, но то, что у нас не очень часто встречается. И в связи, наверное, с этими сэмплерами хочу с вами поделиться одной из моих вышивальных мечт. Это сэмплеры из серии Mandala Gardens дизайнера Мартина Розенберг. Вы можете видеть это сейчас на своих мониторах. Великолепие просто. Если я когда-нибудь это буду вышивать, я это буду вышивать исключительно по оригинальным наборам. С одной стороны, из уважения к дизайнеру, с другой стороны, как вы можете заметить, помимо вышивки там присутствует бисер, бусины, стразы и так далее. В наборе все это учтено, подобрано под размер канвы. Если вы заметили, помимо крестика используются в этих работах и другие виды стежка. Это просто какое-то великолепие, я на это не могу спокойно смотреть, мне хочется просто вот встать и побежать, это скорее купить, уже начать вышивать. Не знаю, когда смогу это себе позволить, тем более, что у меня уже и начатых процессов довольно-таки много, и планов просто выше крыши. Но когда-нибудь я обязательно вышью хотя бы один набор. Это просто must-have, мне кажется, любой вышивальщицы. И от наборов плавно перейдем
непосредственно к творческому процессу. Как некоторые, наверное, знают, я начала сама делать схемы. К сегодняшнему дню я сделала не так много схем на самом деле, и еще не все, скажем так, разновидности изображений я пробовала в этом деле. Но когда чувствую, что ты что-то можешь, творческое воображение, оно начинает усиленно работать, мысли куда-то улетают. Душа хочет много-много-много всяких красивых картинок, картин, фотографий и так далее для удовлетворения творческой потребности в том, чтобы сделать еще одну схему. И поэтому я хочу вам поведать о своих дизайнерских хочушках, то есть картины, по которым я хочу сделать схемы. Первое, о чем я хотела с вами поговорить, это картина Василия Перова. Это портрет Федора Михайловича Достоевского. Я вам признаюсь, что это не моя придумка, об этом меня попросила, об этой схеме, одна из моих зрительниц. Я пока не приступала, потому что у меня в процессе сейчас другая схема, но как только я закончу, я думаю, что я приступлю к портрету Федора Михайловича. А дальше, о чем я хотела с вами поговорить, это картины Афремова. Очень я их люблю. По каким-то из них уже разработаны схемы, в частности, фирмы «Золотое руно». Вот. Также, насколько я знаю, по-моему, Баттерфляй что-то делало такое бисерное, что тоже у меня вызывает восхищение. Но у него существует куча других картин, по которым схему никто не делал, и я, честно говоря, не знаю, делают ли когда-нибудь. Замечательные. Там и пейзажи, и натюрморты, и портреты, и все что угодно. Манеру живописную Афремова, по-моему, не перепутаешь ни с чем. Мне нравится это буйство красок, это настроение, которое присутствует, по-моему, в каждой его картине. В общем, замечательно, буду делать схемы. И напоследок я с вами хотела поделиться, наверное, самым моим сокровенным желанием по созданию схем. Это картины от художницы Оксаны Заики. Я случайно на нее наткнулась как-то в интернете. Она рисует в своей непередаваемой красочной манере. Я влюбилась в ее кошек. Может быть, многие знают, что я, в общем-то, кошатница. Вот, очень люблю кошек. И когда я увидела кошек от Оксаны, я влюбилась просто без памяти. Очень хочу делать схемы по ним. И представьте только, какие это могут быть красивые вышитые картины. Потрясающие. Вот. На этом, наверное, мой рассказ подходит к концу. Хотя, я признаюсь вам честно, это не все мои хочушки. О хочушках я могу говорить бесконечно. Вот. Но я надеюсь на то, что те работы, те картины, которые вы увидели, подняли вам настроение, придали вам больше творческих сил, прибавили желание жить, творить и вышивать. Очень вас всех люблю и до встречи в следующих видео. Пока-пока.